Кто мог победить мегалодона в бою? Кто был мастером охоты на большую и быструю добычу в доисторическом океане? И почему этот гигантский охотник навсегда остался в прошлом? Сегодня я расскажу вам об огромном доисторическом кашалоте, который наводил ужас на всех своих врагов. В этом видео вы узнаете все о Левиафане Мелвилла. Левиатан или Левиафан Мелвилла относится к роду крупных хищных кашалотов, который включал в себя один единственный известный вид. Название рода было вдохновлено библейским морским чудовищем Левиафаном. Уже после, спустя несколько лет, Левиатана стали называть в честь Германа Мелвилла, автора романа «Моби Дик». Это произошло благодаря тому, что в этом романе автор неоднократно называл китов левиафанами. Большее количество останков Левиафана Мелвилла было обнаружено в Перу и датируется Тортонским ярусом Миоцена. То есть жил он примерно около 8,9 миллионов лет назад. Однако находки отдельных зубов и их частей были обнаружены в Южноафриканской республике, Калифорнии, Чили, Аргентине и Австралии. Это говорит о том, что левиатаны или его представители сродного ему вида существовали вплоть до Плеоцена, то есть около 5 миллионов лет назад. И, скорее всего, Левиафан Мелвилла жил в различных морях и океанах нашей планеты. Этот доисторический гигант относился к группе хищных кашалотов. Он являлся высшим хищником. Об этом свидетельствует строение найденных частей кашалота, черепа и зубов. Рацион Левиафана состоял из крупных морских животных. Его пищей часто выступали киты и тюлени. В отличие от кашалотов, населяющих планету сегодня, Левиафан Мелвилла имел развитые зубы, размер которых превышал 2-литровую бутылку. Зубы были покрыты эмалью и располагались на обеих челюстях хищника. Длина Левиафана Мелвилла составляла от 44 до 56 футов. Даже в то время их размеры не слишком отличались от размеров их современных родственников. Зубы Левиафана достигали почти 15 дюймов в длину. Благодаря этому они оставались крупнейшими зубами, используемыми хищниками для охоты и жевания. До сих пор не было обнаружено животного, зубы которого превосходили бы по размеру клыки нашего сегодняшнего героя. Но все еще есть исключения. Бивни от других хищных кашалотов Левиафана Мелвилла отличает углубление на черепе, проходящее по всей длине морды. Считается, что спермацетовый орган, спрятанный в этом углублении, использовался для коммуникации между сородичами, а также как эхолокатор и боевое орудие. С его помощью кашалот мог таранить свою добычу или сородичей. Возможно, Левиафана Мелвилла имел общее место обитания с крупной вымершей акулой, мегалодоном. Они могли серьезно конкурировать за территорию и добычу. В геологической формации, где был найден Левиатан, также сохранилось большое количество других морских обитателей, например, акулы и прочих подводных млекопитающих. Это говорит о том, что моря в то время пестрили биоразнообразием. История обнаружения. В прибрежной зоне перуанской пустыни Писко в ноябре 2008 года были обнаружены первые части скелета Левиафана Мелвилла. В числе первых останков числится почти полностью сохранившийся череп, несколько зубов и нижняя челюсть. Местонахождение находки расположено примерно в 23 милях к юго-западу от города Ика. Класс Пост, исследователь из Роттердамского музея естественной истории, обнаружил окаменелости в заключительный день научной экспедиции. Извлеченные останки были перевезены в Лимму, где и находятся в коллекции Музея естественной истории при Национальном университете Сан-Маркос. Первоначальная оценка возраста перуанских окаменелостей составляла 12-13 миллионов лет. Это относило их к серовальскому ярусу Миоцена. В ходе дальнейших исследований ученым удалось назвать более конкретные даты. Теперь находку ставили возраст до 10 миллионов лет, причислив ее к Тортонскому ярусу. В период с 2010 по 2020 год в различных местонахождениях миоценового и плеоценового периода были обнаружены ископаемые зубы огромных кашалотов. Эти находки по размеру и форме сильно напоминали зубы Левиафана Мелвилла. Но ученые так и не определили, было ли это так или эти зубы принадлежали близкому родственнику кашалота, и старались избегать точного ответа на вопрос, кому же принадлежали эти зубы. Это связано с тем, что отдельные зубы, как правило, несут слишком мало информации для уверенного видового определения. В 2016 в бухте Бьюморис в Австралии местный житель Мюррей Ор обнаружил в плеоценовых отложениях крупный зуб кашалота длиной 15 дюймов. Зуб, получивший неофициальное название кашалот Бьюморис или гигантский кашалот, был передан Музею Виктории в Мельбурне. Несмотря на то, что ему не было дано собственное название, он, вероятно, имеет отношение к Левиафану. Возраст зуба находится в пределах 5 миллионов лет, что делает его обладателя на 4-5 миллионов лет моложе Левиафана Мелвилла. В 2018-м палеонтологи под руководством Дэвида Себастьяна Пьяцци изучали коллекции палеонтологического музея Барилачи и муниципального палеонтологического музея Ламарка.
Там ими было найдено два сломанных зуба кашалота, которые были обнаружены в Аргентине в формации Гран-Бахо-дель-Гуаличо. Эти полуразрушенные зубы датируются промежутком 14-20 миллионов лет назад. Длина сохранившихся частей зубов составляет 6-7 дюймов. При этом их диаметр меньше, чем у зубов Левиафана Мелвилла. Из-за большой разницы в размерах, высокой степени разрушенности образцов и большой разницы во времени существования особей, исследователи приняли решение, что образцы не принадлежат Левиафану Мелвилла, но совершенно точно относятся к какому-либо его близко родственному виду. В 2019-м палеонтолог Ромала Гавендер сообщила об обнаружении двух крупных зубов кашалота в плеоценовых отложениях близ деревни Хондеклип-Бэй, которая находится в Южной Африке. Найденные зубы зарегистрировали в коллекцию Южноафриканского музея Изико. Они имеют высоту 12-13 дюймов. Стоит отметить, что у одного из зубов отсутствует коронка. Ученые пришли к выводу, что зубы принадлежали еще совсем молодым особям. Об этом свидетельствует наличие в зубах полостей. По форме и размеру найденные зубы находились на нижней челюсти Левиафана Мелвилла. Они датируются примерно 5 миллионами лет назад. В 2023-м аспирантка Кристин Уотмор и палеонтолог Дональд Протеро сообщили об обнаружении в Мишн-Вьехо в Калифорнии гигантского зуба кашалота. Этот зуб хранится в палеонтологической коллекции округа Ориндж. Хотя он сломан, его длина составляет не менее 10 дюймов, а диаметр 4 дюйма. Где была обнаружена находка, точно неизвестно. Однако предполагается, что она происходит из среднемиоценовой формации Монтерей или из более молодой формации Капистрано. То есть ее возраст примерно 6-7 миллионов лет. В месте перелома зуба были выявлены слои цемента и дентина, толщина которых соответствует диапазону, известному для Левиафана Мелвилла. Этот образец стал первым свидетельством того, что Левиатан или его родственники обитали не только в южном полушарии, но, вероятно, распространились по всей планете. Внешний вид. Точный размер Левиатана остается загадкой, поскольку в распоряжении ученых имеется только череп. Для оценки габаритов доисторического гиганта исследователи обратились к пропорциям современных кашалотов и зигофицетеров, используя соотношение ширины между глазницами и общей длины тела. Проведя все необходимые расчеты, ученые получили несколько возможных вариантов длины тела Левитана. Если производить расчеты, основываясь на модели современного кашалота, подводный хищник может достичь длины в 44,2 фута. При ориентировке на зигофицетера от 52,5 до 57,5 футов. Масса животного была оценена в 67 тонн при предполагаемой длине 57,5 футов. А теперь давайте представим рядом с доисторическим хищником кашалота из нашего времени. Средний кашалот в длину может достигать примерно 36 футов, если это самка, и 52, если самец. Громоздкие длина тела и вес Левитана помогали ему защищаться от всех возможных угроз. Например, от крупных и агрессивных хищников, а также позволяли успешно добывать себе еду во время охоты. Левиафан Мелвилла до сих пор является самым крупным представителем вымерших кашалотов, и чтобы прокормить себя, такому гиганту нужно было большое количество еды. Длина черепа Левиатана достигала 10 футов. Как у других хищных кашалотов, череп Левиафана Мелвилла отличался широкой областью между височными впадинами и мощными скуловыми отростками. Это свидетельствует о развитой жевательной мускулатуре животного. Такая интересная особенность обеспечивала кашалота невероятно сильным укусом. Благодаря этому Левиафан Мелвилла мог за один укус разорвать еще живую добычу. Левиатан имел прочную и относительно короткую, но массивную морду. Это обеспечивало кашалоту необычайной устойчивостью к нагрузкам. Помимо этого, такое строение позволяло повысить эффективность кашалота во время охоты. С помощью такой челюсти хищнику было значительно легче хватать и удерживать даже самую сильную добычу. Нижние челюсти Левиафана Мелвилла были массивными и высокими, но сравнительно узкими. Расстояние между ними у доисторического кашалота было больше, чем у современных. Несросшаяся область соединения двух половин нижней челюсти, вероятно, придавала ей дополнительную гибкость. У Левиафана Мелвилла, в отличие от современных кашалотов, были функциональные зубы не только на нижней, но и на верхней челюсти. В нижней челюсти насчитывалось 22 зуба, в верхней — 18. Зубы кашалота при укусе смыкались, что позволяло этому хищнику откусывать крупные куски плоти. На это указывают следы износа на зубах. Помимо этого, зубы глубоко погружались в десны и могли плотно вцепляться в добычу. Такая особенность сильно помогала в охоте на очень активную и сопротивляющуюся цель. К сожалению, до наших времен не сохранился ни один целый зуб Левиафана, а задние кашалота и вовсе находятся только по кусочкам. Гроза морей и океанов.
В Миоцене Левиафан Мелвилла, будучи доминирующим хищником, существенно влиял на структуру морских экосистем. Его крупные, глубоко укорененные зубы и мощные челюсти говорят о том, что этот доисторический хищник охотился на крупную добычу в верхних слоях океана. Основу рациона этого гигантского хищника составляли усатые киты среднего размера длиной 33 фута. Помимо них, Левитан, скорее всего, охотился и на других крупных морских обитателей, например, на акул, тюленей, дельфинов и так далее. В свое время он занимал экологическую нишу, сходную с той, что сегодня занимает касатка. Вероятно, стратегия охоты Левиафана Мелвилла была схожа с тактикой, применяемой современными касатками. Хищник преследовал жертву, чтобы истощить ее силы, а затем топили. Однако из-за своих габаритов Левиатан, скорее всего, охотился в одиночку. Результаты исследований, проведенных над останками усатых китов, которые были ровесниками Левиафана Мелвилла, свидетельствуют, что в рацион Левиатана они не входили. Это может указывать на то, что морской хищник не искал для себя только крупную добычу. Однако необходимо учесть миграцию усатых китов. Именно на чужаков из других широт мог охотиться Левиафана Мелвилла. Надглазничный мешок в черепе гигантского кашалота свидетельствует о наличии у него крупного спермацетового органа. Он состоял из нескольких полых областей, разделенных соединительной тканью. Эти области были заполнены маслом и воском. Остается загадкой, за что именно отвечал этот орган. На этот счет есть несколько теорий, которые кажутся в равной степени правдивыми. Первая гласит, что спермацетовый мешок мог обеспечивать создание звуков для эхолокации при поиске добычи. Иными словами, он был своего рода участником биосонарной системы. Помимо этого, предполагается, что спермацетовый мешок мог служить помощником в коммуникации между особями. Еще одна гипотеза гласит, что кашалоты использовали во время охоты для оглушения добычи. Тогда охота для этого гиганта превращалась в самую обычную прогулку. Еще одна теория предполагает, что спермацетовый мешок помогал самцам пережить схватки друг с другом в брачный сезон. У самцов современных кашалотов приняты поединки за самку, во время которых они сталкиваются лбами. Вероятнее всего, что такое поведение они унаследовали от своих далеких предков – левиатанов. Еще эта теория подтверждается тем, что у самцов кашалотов спермацетовый орган значительно больше, чем у самок. Кроме того, не стоит исключать, что такое строение было полезно для Левиафана Мелвилла во время охоты. Например, во время охоты гигантский кашалот решил протаранить свою массивную добычу. Как нельзя, кстати, в этом случае будет укрепленный лоб. Да и подобное поведение весьма характерно даже для современных кашалотов. Были случаи, когда они нападали на суда, протаранивая их. Расскажу вам еще одну интересную теорию. Некоторые ученые считают, что спермацетовый мешок может участвовать в регуляции плавучести. Предположим, что кашалоты, включая Левиафана Мелвилла, могли изменять температуру того, что находилось внутри мешка. При снижении температуры плотность воска или масла увеличивалась, действуя как балласт, а при повышении снижалась. Это сильно облегчало погружение на глубину и помогало всплытию. Главный соперник мегалодона. Левиафан Мелвилла сосуществовал в одних и тех же местообитаниях с мегалодоном, который также был высшим хищником. Сведений об их противостоянии не сохранилось, но такие поединки могли иметь место. Жили и охотились они примерно в одних и тех же областях. Соревновались за один источник пищи. Конфликт был неизбежен. Но давайте на минутку представим бой этих двух морских гигантов. Кто бы победил в этом страшном поединке? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы должны смотреть на картину в целом. Нужно сосредоточиться на нескольких ключевых факторах, которые оказывают самое большое влияние на битву. Левиатан был тяжелее мегалодона. Гигантский кашалот по весу превышал 60 тонн, в то время как мегалодон мог весить до 50 тонн. Однако мегалодон был длиннее Левиатана на 10 футов. Из этого можно сделать вывод, что Левиафан Мелвилла хоть и был меньше, но преимущество по весу остается на его стороне. Левиатан был значительно быстрее мегалодона. В то время как древняя акула развивала скорость всего 11 миль в час, гигантский кашалот проносился мимо со скоростью 20 миль в час. И вот, Левиафан Мелвилла получает уже второе преимущество. У мегалодонов были удивительные органы чувств, которые они использовали для охоты на свою добычу. У них было невероятно чувствительное обоняние, а также отличное зрение и слух. Более того, они могли улавливать электрические поля, исходящие от добычи, с помощью ампул Лоренцини. Таким образом, мегалодон мог наносить смертельные укусы своей добычи, даже не видя ее. Органы чувств левиатанов были не такими развитыми. Они использовали эхолокацию, чтобы находить добычу и общаться с другими, и у них был хороший слух. Однако считалось, что их вкусовые и обонятельные рецепторы были развиты слабо. В этом раунде преимущество остается у мегалодона. Мегалодон был крайне смертоносным хищником. В этом он превосходил даже самых мощных акул, живущие сегодня. Он обладал огромными размерами и невероятным охотничьим чутьем.
Эта акула пыталась незаметно подплыть к своим противникам и нанести смертоносный укус в грудную клетку, тем самым убивая их, раздавливая органы и обескровливая. Левиафан Мелвилла не так уж сильно отличался в том, как он атаковал. Это крупное, удивительно быстрое существо охотилось с помощью метода преследования, изматывая свою добычу, а затем топя ее. И вы бы могли подумать, что в этом раунде их ожидает ничья, но нет. Очень важно отметить, китообразные пришли в море с суши. Это были хищные четвероногие, которые освоили океан и эволюционировали как водоплавающие животные. Отсюда следует, что Левиатан был намного умнее Мегалодона, что дает ему преимущество в этом раунде. И стоит вспомнить еще об одной важной характеристике – маневренности. Мегалодон не умел быстро и агрессивно атаковать свою жертву. Гигантская акула просто зависала часами и ждала, когда рядом проплывет добыча. После этого атаковала. Использовать хитрые приемы, маневрировать и догонять свою жертву Мегалодон не мог. В отличие от Левиафана Мелвилла, который в этом был просто ас. И вот еще один раунд выходит в пользу Левиатана. Как видите, победа остается на стороне древнего кашалота. У Левиафана Мелвилла преимущество в размере и скорости, более крупные зубы. Он достаточно вынослив, чтобы выдержать долгую схватку. Помимо всего перечисленного, еще одна проблема для Мегалодона связана с тем, как он атакует. Он предпочитает вгрызаться в брюхо своей жертвы. В этом случае при первых укусах он получит кровь и жир, и это не поможет ему убить огромного кашалота. Даже если древней акуле удалось подплыть к Левиатану незамеченной и нанести первый удар, это не принесло бы ей победу в бою. Сражение превратилось бы в обмен ударами, а кашалот может выдержать больше урона, чем Мегалодон. Однако, правда заключается в том, что эти существа, вероятно, обменивались добычей. И из них никогда не доминировало над другим с большой частотой – вымирание. Несмотря на свою невероятную силу и статус главного хищника морей, Левиафан Мелвилла не смог избежать вымирания. Этот древний кашалот исчез с лица планеты в начале Плеоцена. Вероятнее всего, это произошло в результате изменения климата. Произошло сильное похолодание, которое способствовало увеличению размеров усатых китов и сокращению их видового разнообразия. Вымирание многих видов, на которые прежде охотился подводный гигант, совпало с появлением в морской толще более крупных касаток и других массивных хищников. Им тоже необходима была еда, чтобы поддерживать свое массивное тело в норме. И здесь Левиафан Мелвилла потерпел сокрушительное поражение. Гигантскому кашалоту требовалось съедать сотни фунтов пищи каждый день. Не только для поддержания его массы, но и для поддержания его теплокровного метаболизма. Давайте не будем упускать из виду тот факт, что киты были млекопитающими. Так и получилось, что гигантские кашалоты просто столкнулись с ужасным голодом, который постепенно и уничтожил их популяцию. Вот так их невероятный размер и мощь стали причиной полного исчезновения этих древних подводных монстров. Вот мы и подошли к завершению нашего увлекательного путешествия в доисторический подводный мир. Сегодня вы узнали о размерах и образе жизни Левиафана Мелвилла. Хотя гигантские киты навсегда остались в прошлом, надеюсь, их история вдохновила вас углубиться в тему океанов, в надежде открыть для себя его новые тайны.